Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления шарлотки. Этот рецепт шарлотки я узнала совсем недавно, и он мне настолько понравился, что хочется непременно поделиться с вами. Посмотрите, какая шарлотка получится. Вот такая теплая, ароматная, яблочная и необыкновенно вкусная. Начинаем готовить. Для приготовления шарлотки нам понадобится, конечно же, яблоки. Яблоки лучше брать с кислинкой. Вот у меня сегодня это Антоновка. Пол лимончика нам понадобится, 2 яичка, сахарный песок, масло сливочное, мука, соль, корица, разрыхлитель, яблочный сок. Наша шарлотка будет из 2 видов теста. Первое тесто будет песочное. Для песочного теста мы возьмем 170 грамм просеянной муки, сюда добавим 70 грамм сахарного песка и ножиком порежем сливочное масло. Технология вся такая же, как для приготовления песочного теста. То есть мы сейчас его вот так вот меленько порежем, и все это мы ручками, все это будем в крошку перетирать. Поэтому масло желательно, чтобы оно было не растаянное. И вот так вот перетираем все это в крошку. Вот такая крошка у нас получилась. Желательно, конечно, чтобы она вот вся была вот такие вот крошечка. Это делается быстро. Не думайте, что это очень долго. На самом деле все это быстро делается. Так, теперь мы сюда добавляем специи. Корицы пол чайной ложечки. Так, соли щепоточку. Разрыхлителя пол чайной ложки. И тоже все вот это перемешаем. Теперь мы берем форму, в которой мы будем запекать. У меня это будет форма диаметром 20 сантиметров. И делаем бортики. Вот такую форму я буду использовать. Дно формы я выложу пергаментной бумагой. Так, и вот так ее закрою. Вот у меня такая конструкция получилась. Так, и теперь мы сюда выложим всю нашу вот эту крошечку. И теперь наша задача сделать бортики. То есть мы вот так вот его распределяем. Так у меня не особо мелко получилась крошка, но ничего страшного. Так, распределили. Вот так дно само должно быть толщиной примерно где-то 2 миллиметра. И сделаем вот такие вот сверху, вот так вот начинаем делать бортики. Бортики зависят от формы. Если форма у вас меньшего диаметра, бортики, соответственно, у вас получатся повыше. Если форма, вот примерно как у меня, то тогда бортики будут где-то сантиметрика 2. Вот так крошечки, вот так вот старайтесь. Так, когда чуть-чуть вот так вот их уже распределили по форме, теперь можно их уже примять рукой. Вот так приминаем, не боимся, вот так сильно приминаем и начинаем прижимать вот эти вот бортики. То есть это будет наша основа нашей шарлотки. Вот так поворачиваем, крутим. Шарлотку вообще пекут, вот сколько я рецептов смотрела, читала. Шарлотку делают или из песочного теста, или вот из бисквитного теста, это взбитые яйца. Но вот когда это соединяется и то, мне так кажется, что это очень оригинально и очень вкусно. Теперь, пока мы готовим начинку, мы отправляем нашу форму вот с этой основой в холодильник. И пусть она у нас ждет теперь в холодильнике. Для приготовления начинки нам понадобится яблоки. Как я сказала, они должны быть с кислинкой, такого среднего
или позднего срока созревания. У меня сегодня Антоновка. Теперь мы их почистим, освободим от семечек, которые внутри, и порежем кубиками. Итак, посмотрите, какие у нас кубики получились. Вот такие вот кубики. Ой, у меня вот здесь вот не разрезалось чуть-чуть. Пусть они будут все одинаковые. Итак, мы берем вот эти вот все наши яблочки, выкладываем на сковородку. И сейчас мы их будем карамелизовать. Сюда мы добавим 20 грамм сливочного масла. Так, сливочного масла. И где-то столовую ложку сахара с горкой. Грамм 30. Так, и теперь ставим на огонь выше среднего и будем все это обжаривать до золотистого цвета. Так, ну вот посмотрите, как у нас получается такая золотистая корочка. Золотистая корочка, вот она начинается, вот она. То, что нам нужно. И как только они вот начинают вот у нас такими золотистыми корочками быть, мы теперь все добились того, что надо. И сюда выливаем мы яблочный сок. Желательно, чтобы он был осветленный. Ну, где-то 50 грамм сока. Делаем чуть-чуть потише и продолжаем уваривать. В это время мы берем, и разводим крахмал. Так, отдельно 50 грамм тоже яблочного сока. Мы добавляем сюда крахмала, грамм 5, но это где-то около столовой ложки. Даже чуть-чуть поменьше, без горки. Добавили, размешали как следует, чтобы не было комочков. Как следует. Так, крахмал. Яблочный сок у нас холодный здесь. Так, вот хорошо мы перемешали. Так, и теперь тонкой струйкой мы добавляем к нашим яблочкам. Так, к нашим яблочкам. Делаем огонь побольше и увариваем 2-3 минуты. Сейчас у нас лишняя жидкость, влага испарится, и останутся только одни наши золотистые яблочки. Лишняя влага вот это испарилась, но яблочки у нас осталась форма таких вот квадратиков. Ну, по крайней мере, мы попытались ее оставить. Выключаем теперь полностью огонь и даем остыть. Начинаем готовить тесто номер 2. Тесто номер 2 у нас будет бисквитное. Для него мы собьем 2 яйца в миксере. Яйца должны быть комнатной температуры. Итак, взбиваем на высокой скорости. Сначала минуту взбиваем яйца до пены, а потом сюда добавляем 100 грамм сахарного песка. И продолжаем взбивать до увеличения объема в 2-3 раза. Начинаем. Ну вот посмотрите, что получилось. Значит, мы должны взбивать недолго, не сильно долго. Не так, чтобы вот когда мы взбиваем на бисквит там минут 10 до самого такого белого состояния, а буквально так 3-4 минуты. Итак, берем, значит, вот у нас смесь наша, которую взбили мы. Теперь нам надо просеять сюда 100 грамм муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Мы это все просеиваем. Так, и теперь мы перемешиваем все это. О, мимо. Так, и теперь мы это все аккуратненько, вот так вот снизу вверх, мы все это перемешиваем лопаточкой. Ну все, начинка наша остыла, достаем нашу форму с холодильника и начинаем собирать шарлотку. Так, ну вот посмотрите, мы достали с холодильника, она у нас охладилась, и она у нас уже, приобрела такую однородную такую массу. Теперь мы что начинаем? Вот наша начинка, которая у нас уже охладилась. Чуть-чуть остыла, охладилась, пока мы готовили вторую основу нашего теста. Мы вот так ее осторожненько перекладываем. И сейчас мы ее распределим по всей поверхности формы. Итак, мы вот все яблочками здесь, все вот это вот дно мы выложили.
тоненьким, вот таким вот тоненько у нас получилось. И теперь мы все, вот где-то наше вот тесто делим на две части равные, и половину нашего теста мы выкладываем. И покрываем вот эти вот яблочки. Половина теста. Мы их там спрятали. У нас еще в запасе осталось 2 яблочка. Мы эти 2 яблочка сейчас очистим тоже от кожуры, очистим от семечек и тоненькими такими полосочками порежем и положим на эту нашу смесь. Порезать надо вот 2 яблочка вот такими тоненькими такими полосочками, не полосочками, лепесточками, вот такими тоненькими лепесточками. И так выкладываем вот эти наши лепесточки из яблок по поверхности шарлотки. Так, можно даже небрежно, как получится. И теперь сверху мы выкладываем оставшуюся часть нашей взбитой массы. Так. Так, распределили вот по поверхности вот эту нашу взбитую массу. И все. Теперь мы это все отправляем на температуру 160 градусов, ну, где-то на 1 час. Пока у нас печется шарлотка в духовке, мы приготовим пропитку. Для пропитки мы возьмем 100 грамм яблочного сока, сок половинки лимона. Сок сразу стал осветляться. Сок половинки лимона. И сахарный песок, где-то 1 столовую ложечку, без горки. Теперь мы это все вскипятим и уварим от 3 до 5 минут. Это будет наша пропиточка вкусная. Посмотрите, какая шарлоточка у нас готова, какая она румяная, красивая. И теперь мы ее должны вот так вот ножом, аккуратненько, чтобы она у нас хорошо освободилась от формы, мы пройдем тихонечко вот так ее ножом по самому краешку, чтобы когда мы ее будем освобождать от формы, она у нас хорошо отошла. И стараться это надо сделать, пока она теплая. Вот она как хорошо сейчас вот у нас отходит. Сейчас мы ее освободим и пропитаем. По желанию можно сверху посыпать сахарной пудрой. Теперь попробуем ее освободить от формы. У нас здесь сегодня листочки такие, осеннее настроение. Шарлотка — это всегда осень, это всегда тепло и уют. Вот какая красота. Осенняя красота. И пока она горячая, попробуем ее пропитать. Так, наверное, даже ложечка мне нужна будет. Вот этого количества пропитки, оно должно все уйти. Потому что когда ее пропитываешь, она настолько получается сочная. А если мы еще пропитываем ее яблочным соком, и вот так вот по всей, не бойтесь. Я сначала тоже думала, что этого много пропитки на шарлотку. Но оказывается, это настолько вкусно получается, что...
Так, ну везде мы теперь ее, да? Вот. Красота. Аромат. Все, теперь вот ждем, пока она у нас впитается, чуть-чуть остынет, и мы ее еще сверху присыпем сахарной пудрой. И тогда он у нас будет, ну, очень вкусная.